Our story begins long, long after this darkness had ebbed away. As peace settled its dust over the scars of war, the baronies of Dakan and the free cities gave themselves over to their petty quarrels and new dreams of glory. Приветствую в Nibiru Realm. Синхронизация запущена. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Сегодня мы поговорим о демо-версии новой тактической RPG Terrinoth Heroes of Descent. Наткнулся я на нее совершенно случайно. Steam заботливо предложил мне протестировать демо этой игры, заметив мою любовь к серии Divinity. Я посмотрел скриншоты, глянул трейлер, и меня зацепил этот симпатичный фэнтези-сеттинг, отдающий духом классических настольных игр. Чтобы полностью закончить демку, мне потребовалось около 2 часов. Кстати, полное прохождение вы можете найти на моем втором канале Nibiru Realm Архив. Залетайте, если хотите увидеть геймплей без склеек. Ссылку на него вы можете найти в описании, туда же я помещу ссылку на игру в Steam. Сразу расставим точки над «и». Terrinoth Heroes of Descent — это первая компьютерная адаптация культовой серии настольных игр Descent, а конкретно приквел к настолке Descent Legions of the Dark. Сюжет разворачивается за год до событий Legions of the Dark и является самостоятельным приквелом. Силы тьмы надвигаются на Terrinoth, а где-то скрыта реликвия, способная изменить ход войны. Боевая система в игре — собственная разработка студии, а не прямой перенос ДНД. Она вдохновлена механикой настольного Descent. Здесь решает позиционирование, грамотное использование укрытий и синергия классов. Тут нет привычного открытого мира. Игра построена на системе отдельных инстансов подземелий. Вы находитесь в хабе, берете задание, выбираете уровень сложности, экипируете отряд из заранее заготовленных героев и отправляетесь в данж. Пока вы не пройдете миссию или не провалите ее, поменять навыки или нацепить новый лут не получится. На релизе нам обещают сюжетную кампанию из 4 глав и 20 огромных, полностью озвученных подземелий. Теперь поговорим о том, что мне понравилось. Боевка здесь пошаговая и очень приятная. Если отойти от монитора на пару шагов, то можно реально подумать, что играешь в Divinity Original Sin 2. Отличные анимации, уникальные наборы скиллов у каждого героя. Все сделано качественно, и в бою всегда найдется место для различных тактических маневров. Разработчики добавили управление на VSD. В подобных изометрических играх это большая редкость. Обычно все завязано на кликах мышкой. Здесь же можно бегать за активного персонажа с клавиатуры, и это безумно удобно. К тому же заявлена полная поддержка геймпадов. Видно, что локации делались с душой. Высокая детализация карт отлично передает мрачноватый, но сказочный стиль вселенной. Очень крутая фишка. В некоторых местах можно использовать так называемый глаз разведки. Он позволяет заглянуть за стены, оценить количество врагов, их слабые места и заранее продумать тактику перед тем, как вырываться в следующую локацию. Даже в коротком демо мне встретилось несколько пазлов. Они разнообразные и отлично разбавляют битвы. Музыкальное сопровождение просто шикарное. Оно идеально попадает в фэнтези-стиль. Иногда я просто стоял и слушал саундтрек. Озвучка персонажей тоже на высоте. Она отлично раскрывает характеры как героев, так и злодеев. Give me the rune-bound shard, and we can forget this ever happened. She's making that face again! It's just an old hag and her scaly pet. We'll make quick work of them. Scaly pet. That's it. Draw your weapons, cowards. Но без ложки дегтя не обошлось. Рассмотрим минусы, которые, я надеюсь, разработчики исправят к релизу. Скорость вращения камеры просто неадекватная, а ползунка чувствительности в настройках демо-версии я, к сожалению, не нашел. Порой от этого начинает кружиться голова. На записи моего прохождения видно, как я кручу камеру, а потом пару секунд просто стою на месте, приходя в себя. Это очень неудобно. Приходится постоянно нажимать М, чтобы свериться с маршрутом. При этом карту нельзя оставить висеть в углу экрана, а ходить с открытой картой игра не разрешает. Он не совсем дружелюбный. Иногда после нажатия кнопки экран просто сереет, и ты не понимаешь, что игра от тебя хочет.
пока случайно не заметишь какую-нибудь маленькую кнопку в углу экрана. К этому нужно привыкать. Русский язык в демке есть, но он очень сырой. Подсказки часто отсутствуют, а в моменты текстовых квестов просто пропадали варианты ответов. При использовании навыков иногда вылетали какие-то системные кракозябры, поэтому ждем и надеемся получить нормальный перевод на релизе. Создать своего уникального персонажа нельзя. Мы играем только за готовых сюжетных героев. В демо их было 5, на релизе будет 8. Диалоги строго линейные, это заскриптованные сцены. Так что если вы любите вкачивать харизму, убеждать, пугать или шутить, как в Baldur's Gate 3, здесь этого нет. Несмотря на отмеченные недочеты, Terry North оставила очень приятное впечатление. Это качественный, атмосферный и тактический данжен-кроулер с душой, отличной боевкой и настоящим духом настолки Descent. Если вы любите Divinity, старые добрые подземелья или просто хорошее фэнтези с тактикой, обязательно попробуйте демо. Я уже добавил игру в список желаемого и с нетерпением жду релиз весной этого года. Плюс обещают кооперативный режим с интересной фишкой, возможностью присоединиться прямо посреди прохождения данжа. А вы уже играли в демо? Какой герой зашел вам больше всего? Пишите в комментариях. Если обзор был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите колокольчик. Впереди еще много интересного. Ну а на этом все. Увидимся в следующих видео, друзья. Всем удачи и до скорого!